попутно просто буду выполнять побочки. О. Так. Открытое убежище, где все, блин, в кровище, походу. Ну ладно. Или она, наоборот, отсюда идет. Ничего себе там. Угу. Так. Ну слушайте, это город тот еще. Крипов. Везде какие-то, блин, трупы. Еще что-то. Порт. Так, где тут мне нужно забрать что? Я выбрала это задание на... Ингрид. Чтобы забрать ром. Ой, не ром, а что там, джин. Какая вкуснотища. Стой, крыска. This is despicable. Да. Все же мне нужно. Что за звук опять? Так. Что-то опять то место? Вызывать? Ты тут мне не надо. Так, ты это... I have this thirst for blood. Да. Так. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Да, ты прав. Так, надо посмотреть, что еще можно поблизости выполнить. Бюллетная статья. Юноша арестован за покушение на убийство.
Вчера вечером полиция арестовала молодого человека по имени Том Уотс за покушение на убийство в знаменитом ресторане «Серебряный колокол» на Персиваль-стрит. Примерно минуту подозреваемый стоял перед рестораном, целясь в посетителей из пистолета. 2 свидетеля немедленно сообщили об этом полиции. Уотс дал себя арестовать, но отказался объяснять свои действия и лишь назвал свое имя. Полицейский, который ответил на наши вопросы, подтвердил, что пистолет был заряжен. Скорее всего, теперь суд Его Величества покарает Уотса по всей строгости закона. Юноша отправится в тюрьму, по крайней мере, на несколько лет. Ничего себе. Оставить джин себе, нафига он мне нужен? Я отдам, но я спрошу, какого фига. Так. Сейчас надо глянуть, может быть, еще что-нибудь поблизости есть. Есть. И на этот раз, я надеюсь, я смогу эти плакаты с фиговой взять. Так, куда мне вообще надо? Burn it, boys! Да хватит. It's a killer! There's one of Чё? Ну и фиг с тобой, короче. It's locked. Да, как мне туда пройти тогда? over there! There's one of them vermin! Чё-то я негодую. Наконец-то. Ой, тетенька. А что ты одна такая? О, ты врач? Женщина-врач. It's What have we locked. here? Lost your horse, governor? Or are you just out your... Она врач. Рили? Сейчас, погодите. Я гляну, что еще тут валяется, может. Это мне все пригодится, знаете ли. Сжечь плакаты можно. Прикольно. Не, ну, я стебанусь, короче, и реально развешу их. Как бы, чё нет-то.
Рукописная молитва. Господи, я молю Тебя за мою дорогую мать, Гертруду Пакстон, которая сейчас на небесах и ожидает встречи со своими дочерьми. А пока этого не произошло, я благодарю Тебя за то, что позволяешь мне просыпаться и жить день за днем, в честной бедности и скромности. Пожалуйста, защищай доброго мистера Хэмптона, который позволяет нам спать в своей ночлежке. Я смиренно прошу простить меня за ту ненависть, которую я испытываю к моей сестре Жизель с тех пор, как умерла наша мать. Благослови Господь ее душу. Спасибо, Боже, за то, что выслушал меня. Аминь. То есть та, которая вроде врач, она Жизель, а это ее сестра. Хорошо. Старая газета. Бомба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом Доусон и Доусон, крупнейшим представителем района. Взрывной волной выбило все окна с севера Сантуарки. Это чудо, что погибли только 2 человека, заявил старший претендант Александр Брайтон. It's locked, all right. Где бы мне... I cannot enter. Кровяка. Хэмптон. Так, я не планировал так быстро его найти. Вы чё? Да, это внезапно. Давайте поговорим с этими женщинами тогда. Я не планировала найти Хэмптона. Так, ладушки. Бухает что-то там. Так, иди сюда, поговорим. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Мистер Модные штанишки. Giselle, I know you sleep at Sean Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, to give ourselves to the Lord. Creepy. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Да, в смысле? Ты хоть знаешь, как я, впахиваю? What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. О, я буду. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Ну, это твоя проблема. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here.
Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right. Okay. No need to get all worked up. Страшно стало, да? Ну и правильно. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Я найду, короче, их. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologise. Ну и зря. Так, с тобой Well, I'll решено. leave you for now. Какая она злая тетка. Интересно, ее сестра подобрее будет. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Угу, я уже поняла. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Да, надеюсь. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there.
Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Ну, тут ты права. Goodbye, Miss Paxson. Так, найти Шона, я уже нашла Шона. Пойдемте, что ли, к нему спустимся. Я надеюсь, сейчас не будет что-то типа босс-батла или типа того. Так, а как мне к нему пройти? Здесь есть подъем наверх. Ну ладно. Хорошо. Напишу, да я поняла, что мне нужно сделать, поняла. Господи, где я постоянно патроны подбираю? Что я не это... Немножко не осознаю этого. Так, кто-нибудь мне объяснит, как мне к нему попасть теперь еще? Ну, он вон он, но... стоп, подождите. Ты нормальный чел? Ты как бы там старуху, походу, прикончил. Сложно лист бумаги. Боже, прости меня за то, в чем я сейчас признаюсь. Иногда я жалею о том, что спас Дайсона Делейни, когда он упал в канал. Вот, я это сказал. Прости меня. Господи, ведь я просто грешник. Дайсон, возможно, самый сложный человек из тех, с которыми я имел дело после того, как открыл ночлежку в Ист-Энде. Я много лет пытался понять, почему этот человек так меня раздражает, и кажется, недавно я это понял. Дайсон перестал сражаться. Навсегда. За свою жизнь я видел много пьяниц, мужчин и женщин, богачей и бедняков, молодых и стариков. Я видел, как они сражаются со своими демонами, своим прошлым, чувством вины и неудачным. Иногда они способны выявить скрытый в них порок, а иногда так и не могут определить истинную причину своих несчастий. Но в большинстве случаев для этих людей пить значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный и разрушительный вид борьбы, но, по крайней мере, это саморазрушение означает, что нечто заставляет их страдать, и они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своей зависимостью и молит о спасении, о свете Христовом, и пока они хотят увидеть этот свет, у них есть надежда. У Дайсона Делейни надежды нет. Он пьет не для того, чтобы заглушить боль, нет. Теперь он убежден, он сознательно пьет для того, чтобы испытать радость садиста, уничтожая все надежды. Если честно, то я даже не знаю, какой грех хуже. Намеренно отказываться от надежды или бесполезно наслаждаться саморазрушением. Ну да, который типа бомбу взорвал или что он там сделал. Стоп. Он исчез? Господи. Why the long face, Doctor?
Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Как ты понял, что я вампир? Господи, у меня что, реально на лбу написано, типа, доктор-вампир? Ага. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. We shall have a good chat later, Dr. Reed. А что там за кровяка тогда? Мне интересно. Пойдемте посмотрим. Ой, мужик. Ты чё это тут? Так. Ладно, кажется, я поняла, что это за кровь. 37. Ну-ка, давайте найдем, куда мне там надо повесить. А, можно сжечь, не, спасибо. Я же их собралась развешивать, ты чё? Да не хочу, мужички мои. Так. Опять кровища.
Please, sir. I can't let you through. Почему? Let's be moving on. Look at it! Vicious bugger! Так. Вы мне мешаете вешать плакатики. Вступать в армию не хочу. Только вернулся с войны, ё-моё. Informing London's inhabitants of the... Опасность ближе, чем вам кажется. Они уже здесь. Не дайте им охватить королевство. Увидели вампира? Обратитесь за помощью. Их вот Трогмартон опытный охотник на вампира. What does that make me? A double or a triple agent? Да, тройной или двойной агент. Так, я здесь вроде как, да, я была здесь. He's mine! I'll take it! Я твой? Не, спасибо. Да хватит. Да хватит этим светом дурацким. А, поздно нажала. Так. Где мне еще повесить? Где-то тут 12 метров. А, во. Плакат. А где еще? То есть все понятно. Ну, пойдемте найдем, где последний плакат. Да хватит. Дурак. Обижает меня тут вообще, все кому не попадя. Где это лич? Done. Mr. Throgmorton should be happy. Он, кстати, где-то рядом. Давайте ему отдадим. Я только, правда, уже не помню, где он, но где-то вроде здесь. Вот он. Иди сюда. The wet boots shouldn't be fighting each other. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Не, вообще ничего подозрительного. I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people?
I consider myself the discreet protector of these men and women. Какой же ты странный, боже мой. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Ну, да. Похоже на Goodbye. него вроде. Так, что у нас там еще по этим? Ну-ка, где это далеко? Ну, слушайте, это там, где куда нам надо, в принципе. Поэтому сейчас я еще гляну. Надо было ему там отдать сразу. А вот... Господи, что ж? Куча меток каких-то. Опачки. Слушайте, а где? Ого! Фига. Так, ну это я потом туда схожу тогда. Может быть, надо даже отправить туда. Записка стражи Привен, 27 октября. Тема охотник на вампиров, самозванец, избегайте. Наши разведчики обнаружили в районе доков Ист-Инда некого иховода Дрогмартона. Возможно, увидели, как он патрулирует окрестности по ночам, утверждая, что он специалист по истреблению вампиров. Этот человек самозванец. Он даже не мошенник, ведь он не берет плату за работу, но при этом понятия не имеет, о чем говорит. Если он предложит вам сотрудничать или провести совместную охоту, откажитесь и отпустите его. В бою с кровососом этот человек не более чем приманка. Слушай, чувак, а тебе небольшого мнения, чтоб ты знал.